Естественно, поездка в профтур – это не только бесконечные походы по фабрикам и изучение новинок, но это еще возможность немного отдохнуть и провести время, потому что в Питере сейчас плюс 5, ощущается как плюс 2, а здесь сейчас прямо лето, теплая вода, посмотрите, как здесь красиво. Сегодня у нас третий заключительный день, и сейчас мы приехали на фабрику Gamma Decor. Они производят кухни. Для меня это вообще новость, я не знал, что у Проционоза есть свои кухни. На самом деле очень широкая линейка в современном стиле, сейчас будем смотреть. Так вот, они производят кухни, и также они производят сантехнику. Это опять же комбинация изделий от других фабрик, то здесь есть и искусственный камень от Криона, и керамогранит в качестве столешек, и фасады из керамогранита. В общем, много-много всего современного, интересного. Классику мы там точно не увидим, но погнали смотреть. Я думаю, что вам понравится, вы сможете использовать это в своих проектах. Здесь очень много кухонь, и можно долго все это рассказывать, просто бесконечно, на самом деле, огромная экспозиция, поэтому я, наверное, покажу какие-то хайлайты, просто интересные фишки. Вот, например, современная кухня. Полочки съемные, и они также работают как подсветка. И вставляя здесь, вот эти профиля, они работают как кабель-канал, то есть, в принципе, ее можно выше, ниже вешать, как вам удобнее, то есть все кастомизуется. Так вот, эта кухня прячется вот так за дверями. Стену из панелей. Сейчас самый такой распространенный тренд у всех кухонщиков – это спрятанные кухни. То есть здесь получился такой просто ореховый остров, и в нем спрятана мебель. Его можно использовать как разграничение между, например, спальней, кухней, там, гостиной, кухней. То есть просто красивые стеновые панели, в которых кухня спрятана. Очень красивый там прозрачный стеллаж. Здесь, правда, вот эти кронштейники я бы сделал, конечно, черными, то есть глянцевые, они не очень хорошо смотрятся, но не суть. И здесь такой, как винный шкаф или просто как, шкаф. Если мы его откроем, то внутри окажется кухня. То есть это такое решение для людей, которые не часто пользуются кухней, которая должна быть, да, по номиналу, но ее можно спрятать, чтобы она вам не портила вид. Для маленьких квартир это самое вообще идеальное решение. Здесь есть все. Если вам не хватает столешки, мы можем ее добавить. У вас будет большая полноценная рабочая поверхность из нержавейки. Надоело, все это закрываем. Также Gamma Decor производит стеллажи. Они могут быть любой там глубины, там и 70 могут быть, и 30, и 20. Совершенно разные. И вот эти задние панели можно тоже делать разные, вплоть до подсветки. Мне очень нравится, когда гардеробная система светится вот так белым тоном. Вот как вот на этой кухне. То есть выглядит будет также большая светящаяся стена. Ручек почти нет, то есть в минимализме они отсутствуют. Сейчас у нас такой тренд. То есть обязательно мы хватаем и открываем. Открывается вот такая тоненькая ниша, и в нее уходит дверь. Кухня опять у нас открыта. То есть, в принципе, есть много таких фишек, и смотрится это круто. Такое решение, конечно, не всем подойдет. Есть девушки с очень длинными ногтями, и вот засовывать их в эту узкую щель, может, конечно, плохо кончиться для ногтей. Мне очень нравится еще вот здесь есть такая заглушка. Она позволяет сделать угол симпатичным. Вы видите? Потому что вот на таких мелочах на самом деле все и строится. То есть это отличает какую-то интересную дорогую кухню от там, русской какой-то дешевки. Потому что у нас был бы, скорее всего, какой-то угол здесь, такой толстый шов порнушный, и вообще все было бы как по-дерибасовски. Вот такие мелочи полностью делают дизайн. Особенно в минимализме это очень важно. За это мы, собственно, переплачиваем. Это мои любимые прозрачные гардеробные. Они, естественно, для тех, у кого есть, не знаю, уборщица или тот, кто как маньяк делает уборку каждый день, когда у вас вещи висят в идеальном состоянии. Но при этом это можно также использовать архитектурно, то есть разграничивать пространство, делать это как перегородку между там, спальней и макияжной зоной. Играть этим можно бесконечно.
Заднюю стенку можно также сделать белой, подсвеченной, и ваша одежда будет еще сильнее выделяться на фоне. Но это будет смотреться тоже безумно круто. А это уже закрытая система, но я такое, в принципе, не очень люблю, потому что это съедает много места. Так постоянно дребезжит, и, ну, не знаю, мне такое вообще не заходит. А здесь не просто готовое решение, здесь, в принципе, я думаю, что можно и пожить. Это такой дорогой, прям крутой номер получился. Диван перед кроватью, справа функциональные полки с подсветкой, большая шпанированная стена с проходами и напротив гардеробная, и между ними телевизор. Все это еще украшено декором. Декор, кстати, симпатичный, красивый, из стекла. И заходя за изголовье кровати, здесь есть такая тихая зона, посидеть, пообщаться. Здесь за стеной находится ванна. Вот вам готовое решение, просто берите отсюда дизайн и делайте охренительные интерьеры. Можете даже ничего не придумывать. Темная плитка, темный ручной душ, смеситель, сверху верхний душ и скамеечка. Я помню, мне один заказчик сказал, что Александр, я хочу скамеечку в душе. Я сказал, зачем в душе скамеечка? На что он сказал, Александр, а вы когда-нибудь мылись сидя? Я говорю, нет. А вы попробуйте, это нереально круто. Так что попробуйте помыться сидя. Гамма плотная, но при этом очень приятная, спокойная. И при входе там еще рабочее бюро, там можно посидеть, своими делами заниматься. То есть, в принципе, это готовое решение. Друзья, у кого творческий кризис, просто приезжайте сюда, берете готовое решение и подаете вашему заказчику. Все, ничего даже делать не надо. Здесь у нас скрытая дверь. Мы открываем ее внутрь и попадаем, ну, сюда лучше, наверное, не попадать. Здесь должна играть музыка из сериала «Во все тяжкие». Они почему-то все парами ездят на великах, типа по одному нельзя кататься. Это самка Богомова, она только что пообедала. Мы вне опасности. И вот такое интересное решение. У нас есть варочная поверхность, но здесь нет вытяжки. Где она спрятана? Смотрите, все очень просто. Мы берем вот так за профиль, опускаем вниз, и внутри у нас оказывается щелевая вытяжка. И, кстати, здесь есть отделение. Для чего, как вы думаете, вот что может быть там? Что может там прятаться? Конечно же, отделение для яиц. За керамическим фасадом скрываются холодильники. То есть это морозильная камера, обычный холодильник. Также здесь бутылочница и полочки для картошки. Лайфхак для тех, у кого есть собаки. То есть делайте такую мойку огромную на кухне. Приходите с прогулки зимой, засовывайте сюда свою собаку, мойте ее и потом сушите. Мне кажется, вообще идеально. Просто оцените размер вообще моечки. Также на Гамма Декоре производится бомбическая мебель. Посмотрите, какая крутая. То есть это, ну, с такой мебелью можно сделать очень интересный интерьер. Стильный, современный, минималистичный. Вот прямо то, что сейчас в тренде. Ребята, в принципе, очень хорошо зайдут на рынок. Здесь тоже очень большая линейка, и все эти вещи кастомизируются, то есть можно менять цвета, там, играть материалами, как-то их по-разному перекликать. Вот, например, здесь шкафчик, он сделан из металла, и вот эта дверь, во-первых, ее можно вешать как вправо, так и влево. Также подложка может быть одного цвета, дверь другого цвета, то есть все это меняется, кастомизуется, и можно сделать именно то, что у вас на рендере. У этой раковины шкафчик не доходит 4 сантиметра до стены, то есть там остается воздух. Поэтому если у вас здесь будет заливаться вода туда, если плохо сделали там гидроизоляцию, там шов не проклеили, как-то каким-то образом вода попала туда внутрь, то она будет проливаться вниз и лежать у вас на полу, поэтому вы сможете ее убрать. Она не будет там сохраняться и не будет зарастаться плесень. Это новинка фабрики, тумба с умывальником вот из камня в стилистике 30-х, когда дверка открывается вот такой гармошкой. Но меня, честно говоря, немножко пугает, потому что я увидел уже в одном шоуруме вот эту штуку оторванную просто нахрен. Поэтому я просто знаю,
сколько эта тумба стоит, и потом она у вас оторвется, это будет просто полная жесть. Поэтому даже не знаю, что сказать, как к этому относиться вообще. Кухонь очень много, посмотрите, какая огромная экспозиция. В принципе, можно сделать на любой вкус, если, конечно, вы делаете современный интерьер. Классику вы здесь вряд ли найдете, но я, конечно, за то, чтобы делать... Мы живем в современном мире, и давайте жить все-таки в современных материалах, в современном решении и в современной функции. Классика – это все-таки, конечно, стилизация, и странно делать в 21 веке вещи, созданные не в нашем веке. Я всегда, конечно, против этого. И вот такие курортные городки съезжаются со всей страны бабушки, их просто здесь тысячи. Как будто здесь дождь из бабушек или бабушка апокалипсис, это просто вообще жесть.